Добрый день, дорогие друзья! С вами Павел Платонов. Мы снова путешествуем и опять в иудейской пустыне. Много лет я проезжаю бедуинский поселок, который уютно расположился в этих местах и даже озеленился деревьями и приукрасил свои жилища какими-то скромными постройками. И у меня отчетливо возникает желание выйти и снять жителей пустыни на видео. Что я сегодня и сделаю. Посмотрите на этот замечательный бедуинский поселок. Это уникальное жилищное формирование. И обычно паломники-туристы все время удивляются, как же можно в таких условиях безжизненной иудейской пустыни жить. Но тем не менее, мы видим у них самый настоящий оазис. Вы видите, множество деревьев, стоят машины, какие-то скромные жилища. И люди в 21 веке, в 2020 году, живут вот в таких условиях. Бедуины – это жители пустыни. Уже на протяжении нескольких тысяч лет ведут кочевой образ жизни и живут именно так. Они пасут коз и овец, выращивают верблюдов. В Израиле большая часть бедуинов уже перешла к оседлому образу жизни. Дети ходят в школы, многие женщины работают. Молодежь учится также и в высших учебных заведениях. Многие даже служат в израильской армии. Но это бедуины пустыни Негев, которые с момента создания израильского государства стали его гражданами. Бедуины же иудейской пустыни, где мы с вами и находимся, в статусе другом. Они не являются гражданами Израиля. Ведут они патриархальный образ жизни, живут в шалашах или шатрах, родами или кланами. Поселки их управляются шейхами. Как я уже сказал, эту деревню я наблюдаю из окна автомобиля уже на протяжении нескольких лет. Этот клан осел здесь, видимо, надолго. Пастбищ хватает для выпаса стад коз и овец. Цивилизация, безусловно, проникает быстрым ходом даже сюда. Есть здесь вода, есть электричество, есть даже автомобили. Пожелаем процветания этой деревне, да и другим тоже. И едем дальше. Иудейская пустыня вдоль первой трассы поражает своей красотой и удивительными пейзажами. Ведь это дно древнего океана Тетис. Когда-то в преисторические времена все эти горы были покрытыми водами океана Тетис. А сейчас пустыня получила круглые формы сглаженных гор. И постепенно мы приближаемся к отметке уровня Мирового океана. Сейчас мы у отметки уровня моря. Далее шоссе номер 1 спускается к морю соли, так называется Мертвое море в Библии. До самой низкой точки на земном шаре, примерно минус 427 метров ниже уровня Мирового океана. Все это вокруг меня иудейская пустыня. И по сути дела, это дно древнего океана Тетис, который утрамбовал вот эти вот сюрреалистические формы, горы, которые мы с вами сейчас видим, и создал потрясающий по красоте природный ландшафт. Совсем недавно это место пустовало, но постепенно жизнь возвращается, и как и прежде, здесь вновь верблюд и его хозяин, гостеприимно пригласивший нас под тень своего тента. Мы узнали, что его зовут Иса, в переводе с арабского Иисус, так как мусульмане почитают Иисуса Христа как пророка Ису. Клан его переселился сюда из района Бершевы, и работает Иса на этом месте уже почти 30 лет. Такого тяжелого положения, как в эти месяцы, когда исчезли полностью все туристы, он не помнит, но уповает на Всевышнего и ждет перемен к лучшему. Представляю вашему вниманию замечательного бедуинского верблюда иудейской пустыни, которого зовут Шуши. Вот он здесь постоянно стоит на уровне отметки Мирового океана. И его хозяин Иса, значит, катает на нем туристов,
показывает украшения различные. И вот видите, вот такие вот бедуинские народного промысла. Вот такой замечательный верблюд Шуши в сердце иудейской пустыни. Шуши, как дела? Все в порядке? Все в порядке с ним. Какой он нарядный, красивый, видите? И очень гордый верблюд иудейской пустыни. Наверное, пить ему хочется. Проезжаем отметку 300 метров ниже уровня Мирового океана и видим замечательный пейзаж долины реки Иордан с прекрасным видом на греческий православный монастырь пророка и предтечи Иоанна Крестителя. Эта древняя обитель сильно пострадала при землетрясении 1927 года, и сейчас она восстанавливается заботливыми руками Иерусалимской церкви во главе с настоятелем монастыря преподобного Герасима Иорданского архимандритом Хризостомом. И вот мы снова с вами на месте крещения Господня у реки Иордан, известное под названием Вифавара. Понятно, что это приблизительное, условное место, ведь точное место крещения Господня неизвестно. Но как Западной Израильской и Восточной Иорданской здесь сложились национальные парки места крещения на реке Иордан, и подходы к водам реки есть с двух сторон, а сама река является государственной границей между Израилем и Иорданией. Добрый день, дорогие друзья! Приветствую вас снова с благословенных берегов реки Иордана. Если вы смотрели мои предыдущие сюжеты, мы с вами путешествовали по реке Иордан от устья до истоков. По-прежнему подход к воде полностью запрещен. Вот я снова коснулся священных вод реки Иордан. Сегодня немножко прохладнее температура по сравнению с прошлым разом, но всего лишь 33,5 градусов по Цельсию. В прошлый раз мы здесь зафиксировали 47, если кто помнит мои сюжеты, и телефон наш остановился, снимает все. Прекрасная водичка, очень чистая, прохладненькая даже, на мой взгляд. Течение достаточно тоже сильное сегодня. Ну, есть вода, мы видим конкретно, идет в сторону моря соли, Мертвого моря. Слава Богу, потихонечку все оживает и приходит в себя. Но в сегодняшнем сюжете я бы хотел поговорить на тему упоминаний Библии об Иордане. Более 180 раз упоминается название этой реки в Ветхом Завете. И как географическое место, где сражались израильтяне со своими врагами, и как место междоусобных браней, и как место совершения чудес. Смысл названия Вифавара, которое мы встречаем уже в Новом Завете, происходит от еврейских слов Бейт-Авара, что буквально означает брод или переход. Иордан служил местом переправы или перехода. Впервые в Библии долина Иордана упоминается в истории Авраама и его племянника Лота. Долина в период патриарха Авраама орошалась водой, как сад Господень, как земля египетская. Ее и уступил племяннику, патриарх Авраам. Иаков еще юношей переходил Иордан с посохом, когда шел в поисках благочестивой жены. На восточной стороне Иордана, а мы находимся на западной, плакал плачем великим 7 дней Иосиф с братьями, когда несли они из Египта забальзамированное тело отца своего для захоронения в Ханаане. Первое чудо, связанное с Иорданом, это переход израильтян через Иордан, яко по суху в землю обетованную. Это чудо упоминается в Библии в книге Иисуса Навина, когда сыны Израилевы переходят с восточной части берег на западный. Воды Иордана с помощью славы Господней расступились перед ковчегом Завета, который несли впереди всего стана священники. Этим переходом и завершилось 40-летнее странствование по пустыне. Иисус Навин, обращаясь к народу, сказал: «Осветитесь к утру, ибо завтра сотворит Господь среди вас чудеса».
И как только ноги священников, несущих ковчег завета, погрузились в воду, вода, текущая сверху, остановилась и стала стеной на весьма большое расстояние. А текущая в море равнины, море соленое, ушла и иссякла. И все сыны Израилевы переходили по суше, и Господь был с ними. И как только перешли все реку, так вода вновь вернулась в свое русло. Чтобы правильно сориентировать вас географически, я покажу направление с севера. Оттуда вода падает вниз на юг, соответственно, к Мертвому морю. И с этой точки до Мертвого моря она падает на юг еще 9 километров. И вот здесь понимаешь действительно смысл слов книги Иисуса Навина. Когда вода остановилась сверху стеною, а та, которая была внизу, иссякла и побежала к морю соленому. Переход этот происходил не очень далеко от места, где я нахожусь сейчас. Многим известно, что долина реки Иордан проходит по территории великого сирийско-африканского разлома. Этот разлом – серьезная сейсмическая зона, грозящая землетрясением в Израиле. Почему, собственно, я коснулся темы землетрясения? В истории этой земли есть как минимум 3 зафиксированных документально землетрясения, в результате которых останавливалось движение вод Иордана на несколько часов и даже суток из-за образования плотин. Мягкая почва отвесных берегов проседала и создавала преграду движению воды. Так, в 1267 году нижняя часть русла реки пересохла на 16 часов из-за такой преграды. И тогдашний правитель Святой Земли, султан Бейбарс, смог заложить основание моста через реку в том месте, где сейчас находится современный мост. А в 1546 году вода не шла на протяжении 2 суток. А в 1927 году вода стояла 21,5 часа. Вполне возможно, а скорее всего наиболее вероятно, что именно такое природное явление и произошло в описываемом в книге Иисуса Навина переходе израильтян через Иордан. А сегодня можно запросто перейти реку вброд, только я не рискну, ведь посередине течения реки, пусть и даже такой маловодной, проходит государственная граница Израиля и Иордании. Еще раз расступились воды Иордана уже в более поздние времена, перед пророком Илией и Елисеем. «И взял Илия мелодь свою, и свернул и ударил ею по воде, и вода расступилась по обе стороны». Если кто-то не знает, то мелодь – это плащ, накидка, верхняя одежда из овчины. Когда перешли пророки реку, Илия спросил Елисея: «Что сделать тебе, прежде чем я буду взят от тебя?» Илия уже знал, что скоро Господь вознесет его в вихре на небо. И Елисей попросил пророческий дар от Илии: «Дух, который в тебе, пусть будет во мне». И вскоре явилась огненная колесница, запряженная конями огненными, и унесла Илию в вихре на небо. И упала мелодь Илии к Елисею, как знак, как залог исполнения его просьбы к Илие. И получил Елисей дух Илии, и уже сам, подражая учителю, ударил мелодию по воде, призывая Бога. И чудо разделения вод Иордана и для него, и для свидетелей этого явления стало знаком того, что дух Илии почил на Елисея. И теперь уже Елисей совершал чудеса у Иордана. На поверхность вод всплыл по молитве Елисея нечаянно упавший топор. В водах Иордана исцелился от проказа семикратным погружением язычник-военачальник Наиман по слову и молитвам Елисея. И чудо разделения вод при Черном море, и при Иордане во время перехода Иисуса Навина с народом, и при Илии и Елисее – это прообразы будущих спасительных вод крещения. Ну и, конечно же, событие, которое сделало реку такой знаменитой, это крещение Господа Иисуса Христа, или, как еще оно называется, Богоявление. Ключевым событием в Новом Завете Иордан знаменит
когда сюда пришел креститься Иисус Христос. И церковь впоследствии называет этот праздник также Богоявление. Бог Отец обратился с неба, Бог Сын крестился в Иордане, и Дух Святой сошел в виде голубиня. Таким образом, праздник Епифании, Богоявления, известен с древних времен. На протяжении веков к водам Иордана приходили паломники с разных уголков земли и считали за честь принять здесь омовение. Во второй половине XIX века в Российской империи это было благочестивой народной традицией. Возродилась эта традиция в том числе и в 21 веке, и священные воды реки Иордан продолжают призывать вспоминать паломника в Великий Двунадесятый праздник Крещения Господня. На этом я заканчиваю сегодняшний сюжет. С вами был Павел Платонов. Подписывайтесь на наши каналы «Россия в красках» и «Путешествия с Павлом Платоновым». Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы получать уведомления о новых видео. Ставьте лайки, пишите комментарии. Берегите здоровье, всего доброго и до новых встреч!